Ты видел нам, Андрюха, какие сосиски подсунул? Сегодня мы отправляемся в экспедицию. Какую? А какими вообще бывают экспедиции? Они бывают научными, военными, разведывательными и, конечно же, Захариусом. И мы отправляемся в экспедицию Захариусом. Впереди нас ждут испытания на выносливость для двух наших аэролодок «Берег 560 Турбо», а также изучение новых мест и рыбалка. Много рыбалки. Вон они на горе. Только мы подъехали к реке, и сразу начались сложности. Что, может, Ваню рыбный? Ну, по-любому я туда не поеду. Я пойду пройду, посмотрю, что они как там. Подъезд к воде тут просто жесть. Со стороны опасно выглядит. Клон такой, казалось, что он прям тут с горы. Видишь, сам-то прицеп пошел плохо. Юрке надо было. А Ваня пусть заезжает вот так. Потом. В этот раз просто спустить лодки на воду уже целое приключение. Да не надо больше, нормально он берет. Стоп! Пошел, пошел! Не газуй только, Зай, не газуй, не газуй, не газуй. Она будет крепиться медленно, еще медленнее иди. Медленнее, еще медленнее. Нормально. Идеально. Самое выезжать только будет. Но это еще не все. Теперь нужно постараться подогнать прицепы с лодками поближе к воде. Что, еще раз так же, да? Еще раз туда и туда. Так же, да? Для машины с прицепом места здесь маловато. Повернуть на ней. Все. Идеально, нормально. И по итогу до воды лодкам все равно придется ехать своим ходом. Так, там иду. Но в экспедицию Захариусом мы поедем не все. Андрей останется здесь. У него с собой палатка и даже моторная лодка. Ну как ты в предвкушении предстоящего отдыха? Сколько ночевок у тебя тут будет? Неделя. 4 дня, 4 ночи, 5 дней. Книжки читать? Не, сериал смотри. А, у тебя что, пауэрбанков? Скорее всего, просто спать буду. А у тебя генератор-то есть? Ну, 4 пауэрбанка себе. 4 двадцатки? Серьезно? Так как идти будем по большой воде, обязательно накачаем фальшборты. Вон, видишь, на той стороне у сосны бревна. Навалены кучей. Да-да-да, вот уровень воды такой был. Ага. Все, через мост шел. Из-за этого завала вода скапливается. То есть сколько там метров? Метров 5, больше. Ну жесть. Вода, получается, под самый мост От поднимается. воды до верха 10 метров поднималась. Она выше была, скорее всего. Выше моста? Ну, судя по бревнам, по тем, да? Интересно было бы это увидеть. Ну, это весна. Приезжайте к нам весной. Последнее приготовление перед дальней дорогой. Кстати, сколько там нам нужно проехать?
Андрей, расскажешь, насколько далеко лежит наш путь? Очень далеко. Примерно. Будем пилить, ехать, еще раз пилить, спать, заправляться, потом опять пилить. А ехать? Километров 320 до заправки, дальше еще 220, ну и потом рыбалка. Отлично. Где-то есть перешейк 200 метров. Ладно, счастливо. Получается, что сегодня нам нужно успеть пройти 320 километров. Наше путешествие начинается. Забегая вперед о погоде, которая сопровождала нас все путешествие, можно сказать следующее. С погодой не повезло. Дождь шел практически все время. Первый улов своими размерами также не радовал. Берем часы. Ну что, первая рыба. На Челябинских озерах. Пошел, рыбкой. Нет, это харюс. Это щука. Миниатюрная щучка. На, горных щук хотел. На кунишку выкинул вот такого. Уже на берегу схватил. На, молочный. Как ты любишь? На все три. Смотри, где у тебя этот экстрактор-то? У кого? Толя. А есть, да? У меня есть. У Илюхи есть. Я не найду. Давай сделай, Илюх. О, смотри, у него внутри что. Кого-то ела еще, ну. Достань. О, Кто это? скарь какой-то, да? Смотри, не он дергал у тебя. Леснул он прямо. Такая спина с красными линиями. А что это? Куда мы вот это? Вон Мишку снимай. Где? Лежанку Мишку. Вот это убежал. Вот. Все, босс. Ну и обосрал все. Вот прям перед нами. Судя по всему, медведей здесь немало. Их следы мы встречали множество раз. Медвежьи когти отпечатаны. Почему? Старые медвежьи следы. Но нужно торопиться, чтобы успеть доехать до темна. Лишь ближе к устью река стала более прямой и широкой, и наша средняя скорость возросла с 20 км в час до 50. И спустя 220 километров мы добрались до большой северной реки. Так я говорю, это не двигается. Щука себя так не ведет. Нельзя-то вообще есть много. Нельзя-то вообще много. И будем брать, и откуда? Да нет. Не вздумай. Рыба. Мечты. Виталий не выспался, все. Да? Как пьяный. Виталий Да поспал. не, я сейчас не чувствую ничего такого. Не чувствую ничего. Нормально себя чувствую.
Короче, это вот на выходе чуть пониже, как бы. На видео это не вырезай. Ну какая-нибудь старица будет, Какое? можно попробовать. Короче, еще раз плюс. Ладно. В пути мы уже 9-й час. До заправки остались последние 100 километров. Благо по широкой и спокойной реке, несмотря даже на высокую загрузку лодок, идти можно со скоростью до 70 километров в час. Мы близко. Уже начали встречаться маленькие мансийские поселки с населением всего в несколько человек. Сегодня заправка уже не работает. Нужно вставать на ночлег. Но хорошего места для лагеря где-нибудь неподалеку от заправки мы не нашли. И когда мы встретили наших знакомых, которые здесь живут, они предложили заночевать нам в их охотничьей избе неподалеку. Недолго думая, мы согласились. Здесь у ребят целый комплекс для отдыха. Помимо доброй избы с тамбуром, здесь есть скамейка на берегу реки, беседка, уличный туалет, дровяник, будки для собак и даже баня. Но в самой избе нас ждал неприятный сюрприз. Похоже, до нас в избе побывал медведь. Там бардак. Медведь ходил, кстати, медведь. Там три шкуры и бардак, да? Там 4-я должна быть после этого. На улице снова зарядил дождь, и мы встали перед дилеммой: делать уборку в избушке или разбивать лагерь в темноте под дождем где-то на песчаном пляже. А все, наверное, на выброс, что именно это сюда? Что, здесь спит? Там зарядило он уже. Но, оценив масштабы уборки, мы все-таки решили разбить лагерь в темноте, под дождем, на песчаном пляже, который нужно еще найти. Дрова есть, на косу тогда поедем в конец, посмотрим. Поехали. Куда? Ну, коса. Разбитие лагеря в темноте – это всегда очень интересно и зрелищно, поэтому сейчас останавливаться на этом не будем. Более подробный обзор снаряжения сделаем на следующей стоянке. Сейчас не знаю, может быть. Сейчас скажу лишь, что спать мы будем в палатках «Берег Спутник-3», по 3 человека в каждой. Сразу окна все закрываем. Прям сразу. Хорошо, хоть дождь перестал идти, и погода позволила нормально поставить палатки и даже поужинать. Эту железяку бах, ходу на. Таня не выспался, все. Виталий Да поспал. не, я сейчас. Крайняк Андрюху брал, что ли? Очень далеко. Режимные места. Рыба. Мечты. Ну как спалось? Спалось-то... Не помню, уснул. Незаметно. Выспался? Да. Отлично. Вас не кусали? Мошки там в палатке? Палатки не было. Зато снаружи. Я офигел, когда Ой. вышел. Их просто очень много. Ну, нет, спалось вообще комфортно. Сухо и тепло. И мошки не кусали. Это да. Сегодня опять будем ехать весь день в верховье реки, но перед этим заедем на заправку. Пока собирали вещи, внутрь залетело много мошек. Чтобы избавиться от них, перед складыванием палатки мы обработаем их репеллентом.
Ну что, едем заправляться. Заправляться будем под завязку. Сразу на всю поездку в Верховье. Это около 500 километров в обе стороны. А также на обратную дорогу до машин это 320 километров. К сожалению, в этих краях бензин есть максимум 92-й. А мы передвигаемся на двух аэролодках «Берег 560 Турбо», которым для работы нужен бензин не ниже 95-го. Ну вот и посмотрим, что будет. Впереди 200 километров пути, а это значит, что вас ждет еще один клип с аэролодками, плывущими под музыку. Мы добрались до еще одной избушки наших знакомых. И с их позволения давайте сходим на экскурсию и посмотрим на быт настоящих охотников. Здесь, да, прикольно. Качественные. Чисто, просторно и светло, и живописный вид из окна. Матрасики из натуральной шерсти. Да. Лосятинки. Лосятинки. Трубчатый волос. Либо лень. Движемся дальше. Пройти нужно еще немало. И, судя по тревожной музыке, дальнейший путь будет не совсем гладким. Главной проблемой, которая стояла перед нами на этот раз, было то, что с каждым километром река становилась все круче. А погода все хуже. Дождь даже не думал переставать идти. Хариус, мы идем за тобой.
Че, далеко еще ехать? Да все, походу, некуда больше ехать. Река кончается. Подниматься выше смысла особо нет. Нужно искать стоянку. Где-то недалеко отсюда как раз было интересное место. Педаль спинки придерживай. Вот оно. Наконец-то можно сказать, что мы добрались. За спиной 500 с лишним километров пути на аэролодках. Для нас это рекорд. На такие большие расстояния раньше мы и близко не ходили. И я больше чем уверен, что он еще выдержит. Его выпрямить и будет норм. Самодельный. Комаров тут будет. Понимаешь? На огромных Начальник тайменей. надо ловить. Это реально. 20-ка, 30-ка тайменей, вот только на такие крючки. Вот сейчас можно рассказать про палатку «Спутник-3». Это самая компактная и легкая палатка в ассортименте берега. 2 слоя москитной сетки и прочный каркас. В спальных мешках с комфортом можно разместиться втроем. Ставить эту палатку можно за 2 минуты силами одного человека. Быстросборная конструкция работает по принципу зонта и позволяет раскрыть палатку в одно движение, после чего остается только расправить юбку и закрепить саму палатку, если это необходимо. Спереди у спутника есть тамбур, в котором можно прятать вещи от дождя. Особенно удобно оставлять в нем на ночь обувь. Размещение внутри палатки у нас выглядит следующим образом. 3 спальных мешка на ковриках-пенках. Этот спальный мешок, кстати, тоже берег. Толстый армейский спальник. Наружный слой у него Оксфорд. Внутри хлопок. Внутри есть удобный кармашек. На стенках палатки тоже есть кармашки, и их много, что очень актуально на природе. Сверху находится сетка, на которой можно сушить вещи. Также можно вешать вещи на крючки. На окнах и входе дополнительным слоем идет мелкая москитная сетка, через которую в палатку не сможет пробраться никто. Нормально. Ключи тут, штырь под попой был. Ну, вы. Это что там, какое-то это, растение? Сучок молчит. Так Андрюха любит его. Место для лагеря просто замечательное. На противоположном берегу интересная волнистая скала, а вниз по течению живописный вид на горный хребет. Чем мы выше уже не поедем? Выше? Ну, если только по другой реке. Попробуем еще выше. А тут-то уже, наверное... Ну, если вода немножко упадет, до туда же проедем, где были. На ужин сегодня фирменный походный борщ и оленина. Угощение от наших местных знакомых. Насчет предстоящей рыбалки, конечно, есть опасения. Первое связано с погодой. Перестанут ли идти дожди? А второе из-за тех же самых дождей. Сейчас уровень в реке максимально высокий, и будет ли клевать рыба – большой вопрос. Надеемся, что вода начнет спадать. С наступлением вечера в лагере стало особенно атмосферно, и даже дождь перестал идти. Самое время запустить фейерверк в честь того, что удачно доехали. Где опасно даже эти. Все под контролем ты. А у тебя как раз пройдет. Предохранители снял. Все. Тройной? Отдать? У меня кепка чуть не Да? Оленину не Бойся! Теперь и у меня зазвенело.
Вот, видишь, пингалеты? Раз, большим пальцем, ну, если правый больше, чик, чик, чик. Попробуй ее, сходи еще раз. Прямо наверняка. Давай! Блин. Да? Да нет, хорошо, да? Ну да. Дождя нет, какая-то надежда. И искорка там появляется, но слабая очень. Все, походу, нет уже больше них. Ты не съешь, медведь съест, глухарь съест. Ладно, хоть поставились. Ла-ла-ла, лодка! Надо заметать следы. Немного дадим туда. Очень глубоко. Мы вверху-то. Хороший желаешь? Проезжали. На завтрак по традиции походный борщ. И в дополнение шашлычок из оленины. Вот они такого. Начинается рыболовная часть нашего путешествия. Будем исследовать округу, искать рыбные места. Надеемся, что большая вода не помешает нам хорошо порыбачить. Первым в этот раз обрыбился Андрей, причем прямо у лагеря. Ему только червячков показывают. Сейчас никто вообще не уедет отсюда больше никогда. Хорошие? Я тут остаюсь, жить тут. Илюха, кам дай какой-нибудь, Илюх. А на мою эту, на париках не хотел. Я первого поднять не мог. Прям оторвать от дна не мог. Там прям лошадь стояла. Но больше ни у кого возле лагеря клевать не стало. А это значит, время ехать на рыбалку. Сегодня исследуем реку вниз от лагеря. Первая остановка. Берег из валунов, покрытых мхом. И на удивление, первая поклевка не заставила себя долго ждать. Добрались мы до рыбы? И погода наладилась. Вчерашние опасения были развеяны. Рыба клюет, погода отличная, а вокруг прекрасная, нетронутая природа. Первый раз кинул, поклевка, думаю, зацеп. Второй раз кинул, сидит. Причем первый раз тоже подержал, вроде теребил, думаю, да не может быть. Что там? Брусника? Там выше голубику находил. Андрей нашел ягоды. Ну а я нашел огромную муху. Просто самая огромная муха, которую я когда-либо видел. Много где река вышла из берегов, и рыбачить приходится из кустов, стоя при этом по колено в воде.
Сейчас дернется. Похоже, рыбы здесь. Вот. И не только рыбы. Здешняя природа очень богата. В лесу много грибов и ягод. Сейчас поем. Ты не съешь, медведь съест, глухарь съест. Черничка тут растет. Ну, не сильно сладкая. Такое какой-то вкус не особо насыщенный. Вкусничка. Можжевельник. Ну, можешь самогону нагнать дома. Ягодки туда положить. Но после хорошей рыбалки приходит расплата. Рыбу надо очистить. Или крупная черника. Она мытая уже, смотри. Балдюка. Черника крупная. Это что? Не, это черника. В общем-то, клюет неплохо. Но из-за большой воды рыбные места не так просто найти. Они ниже, потом, они вот в самой струе где-то, вот где ямок начинается, почему-то их немного. А вот ниже мы ловим обычно. Ниже струи. Ну, ниже, вот где вот ямок, течение где сильное, и только заводь начинается, там нет, а вот пониже стоят. Если честно, на эту рыбалку у меня есть и личная цель. Поймать первую в своей жизни рыбу на спиннинг, чем я сейчас и займусь. Кстати, в рыбалке с аэролодки есть один лайфхак. Если привязывать лодку абсолютно на каждой остановке, то она у вас никогда не уплывет. Вау-вау-вау, лодка! Да, насквозь. Полные сапоги воды. Да, спасение лодки прошло не совсем удачно. Я промок по пояс. Дно возле берега имеет крутой спуск. И с первого же шага в воду начинается глубина. Конечно, на сегодня рыбалка для меня была окончена. Возвращаемся с Андреем домой. Водомерка видишь где? Где-то посередине ветки, да? Это она? Да. Получается, сантиметров на 20 уже упала вода. Да. Ну, хорошо. О, та гора как хорошо видна сейчас. Последний смотрел, могут эфир. Особенно на вершине. К сожалению, из-за высокой влажности и постоянных дождей до конца мои вещи так и не высохнут. Где вы так научились? Рыба опасна, чуть не выпал. Река всего учит.
Завершается первый день рыбалки вкуснейшим хариусом, зажаренным с мукой в масле. В этот раз, чтобы свечка быстрее разгорелась, используем сухое горючее. Таких 3 хватит. Сиротскую тарелку. Она... Приготовленный хариус был настолько вкусным, что я даже и не вспомню, пробовал ли я когда-либо рыбу вкуснее, чем это. Можешь самогону нагнать дома. Я даже на глиц не выйду. Река всего учит. Ну пробуй. Еще место найдешь? Гребля. Что у нас, гребля или у нас... Это южная рыбалка. В этот раз мне нравится больше. У тебя появилась сидушка? Ну и сидушка. Да и в целом как-то интереснее. Да, более энергичная. А то все бегаем. Лагерь мне нравится вот этот больше. То есть он среди деревьев, такое место прикольное. И то, что по ночам темно, и костерок, это такая атмосфера очень классно. На Лозью не хватало. Больше всего нравится то, что в лагере надо перевозить каждый вечер. Это тоже хорошо, да. Никаких гонок, ничего. Встал спокойно, умылся и погнал. Первая группа рыболовов отправляется. Сегодня будем исследовать верхнюю часть реки. Юрий в этот раз за рулем, снимать ему некогда. Поэтому как прошел их вчерашний день и как пройдет сегодняшний, останется тайной. Что, у тебя на завтрак жареный хариус? Да, голова хариус. Самый смак. Ну а как пройдет наш, вы сейчас и увидите. Без внимания не останется ни одна рыба. Вот, не отходя от базы. Но повторил успех Андрея. А, Юра сегодня тоже поймал. Свечку дал. Свечку дал. У лагеря, конечно, клюет, но редко. Поэтому собираемся в путь. 5 часов. Этот 8 часов. Это антиклещ. Антиклещ, кстати, от насекомых не помогает на полчасика. Сегодня будем тестировать усиленный. Черный тоже усиленный? Ну, вообще типа экстрим. Ну Я 5 часов, а здесь на 8. да, это крутой. Потом вообще, наверное, изобретут дома, набрызгался чисто вверх. Потом изобретут таблетку, просто выпил где-то в детстве, и тебя всю жизнь комары не трогают. В принципе, есть такая таблетка. Тебя никто не трогает. Порой рыбу на берег вынести невозможно, потому что берега нет. Приходится ловить ее сразу в камп. Ниже, ниже, Кан.
Как я вчера учил. Жик-жик и все. Жик-жик и все. Поначалу вверху от лагеря клевало очень даже неплохо. Начало было обнадеживающее. Да, я думал, что здоровая струет, думаю, мало ли, ну вот это, скажи, на волне когда встал. Давай так залез. Залез, потихоньку его. Ну вот оказывается. Нет тут тайменя. Резинные места. Иногда Хариус клевал просто один за другим. Можно там? Аж катушки не выдерживали. Разбираться начали. Капец, такой небольшой. А в струе кажется, что гигант. Но чем выше по реке мы поднимались, тем меньше рыбы в ней было. И хоть в этот раз завалов оказалось гораздо меньше, чем мы ожидали, но все-таки иногда они нам встречались. Опа! Всю эту кучу бревен сорвало течение и понесло в сторону лодки. Если они встретятся, будет очень плохо. Бревна проходят в очень опасной близости от лодки. Так вот Борос делает на реке новое. Камиля тащит по весне. Да, все хорошо, но вода огромная, рыбы немного. Ну да, вот забрались куда хотели, все в порядке. Почему на юг надо направлять? У них спутники на экваторе. Не видал, сколько спутников? Гребля. Что у нас, гребля или у нас... Проверив все рыбные места вверху, мы поймали лишь одного хариуса, после чего решили ехать вниз. Вчера там клевало активнее.
Потерял коптер, улетел в лес, зацепился за дерево, упал. Тебе повезло, что уровень воды упал на 20 сантиметров. Да, если бы ночью не упал уровень воды, Как он держится? он зацепился за какую-то травинку лопастями. Глубоко тут. Частично, блин, у него один мотор так-то в воде. Он воткнулся прям, жестко выл. Сложила его, смотри. Так это просто 15 сантиметров, и мы бы его не нашли. Случит. Ну, Андрюха. Этот мне нравится. Не нравится тебе? У меня такой же есть. Есть, да? Мне Юра подарил в марте. Ну что, пришло время поймать свою первую рыбу на спиннинг. Лодка привязана. Да и запасной одежды у меня больше нет, чтобы за ней прыгать. Так что в этот раз ничего не сможет мне помешать. Только я смотал леску и был готов поднять спиннинг, Вау-вау-вау! У меня поклевка. Блин. Ты так много наматываешь. Ты наматываешь, оставлять надо минимум минут 3. Сейчас кончится замотал. Где взял это? Вот передо мной прям. Причем я его второй раз уже тут. Он в прошлый раз погнался за ней. Я его видел прям. Думал, показалось. О, ого-го. Опять. К тебе туда? Свечки делает. Наш оператор в деле. Оператор в деле. Оба! О, большой. Это, наверное, вообще самая большая рыба, которую я когда-либо ловил в жизни. Вот прям. Больше, чем в прошлый раз. Прикольно. Килограммовый зверь. Килограммовый. Ну да, я думаю, не меньше. Ну что? Поздравляю тебя. Спасибо. Моя мечта сбылась на эту рыбалку, на спиннинг поймать. Подъехали ребята, и оказалось, что Николаевичу сегодня тоже пришлось спасать лодку. Спаситель. Спаситель лодки, да. А Юра, ты куда причалит она где-нибудь сейчас, подожди. Висит, запрыгнуть не может на багажник. Не, я попробовал, думаю, может ее как-нибудь Ножки бесполезно. Думаю, надо забирать. Вам бы далеко за ней бежать пришлось. Ну да, где-нибудь ловить. Ну я-то не Бревно промок, спилили, там Виталий. бревно сколько? Ну, у тебя-то выдерся, у меня он. Я-то сухой. Повезло. Ничего, А по еще решетке подкинулся. Ну-то, блядь, вылазит. У нас она такая высокенькая, я по ней был. Ладно, поплыли. Сегодня на ужин эстетичные и вкусные блюда. Хариус, зажаренный на костре, и десерт, приготовленный по секретному походному рецепту. Какова красота! Красота кругом. Шел 4-й день, и запасы продовольствия заканчивались. К чаю уже ничего не осталось. Поэтому в ход пошли импровизированные шедевры кулинарного искусства. Записывайте рецепт изысканного походного десерта. Ломтик хлеба, сливочное масло, сгущенное молоко, лесной орех
и крошки от пряников. Белиссимо. Сегодня будем тестировать усиленный. Мертвые стоят и все. Знаете, без очень никаких. Опа. Мы на одной уедем. Ну да. На видео это не вырезай. Рыбалка на Хариуса окончена. Начинается рыбалка на щук. Снаряжение готово, собираем лагерь и едем вниз. Леха в прошлый раз говорил, что, как всегда, бензина не хватило. Да не, много еще. В этот раз хватило, В да? этот раз что-то даже много его пока. Перебор. Хорошие палатки, быстро собираются. Высотку здесь вот, С пляжа еще? с той стоянки, Да. с первой самой. Раньше, я помню, приехал на палатки собирать. Китайские эти круточки, они еще ломаются. А так как я всегда был самый молодой, палатки приходилось собирать мне. Ну, Юрий Павлович. Люха, что, иди. Готов на свой посмотри. Вот на этом, да, вот спал. Тут пупырка такая у тебя. После себя оставляем чистую площадку. Весь мусор с собой. Грибочек вон как вымахал, пока мы тут были. Мы как приехали, я его сфоткал. А сейчас вот он вот такой. Что там? Давай. В обратном направлении я буду плыть в новой лодке. Так что завеса тайны о том, как проводит время ее экипаж, наконец-то будет снята. Баню кто-то делал? Обычно бани делают на очень хорошем месте в таких краях. Место и правда хорошее. Юрий уже кого-то тащит. И это не щука. Как говорится, искал медь, а нашел золото. Вот только золото это занесено в Красную книгу, поэтому пусть поплавает дальше. Подожди, подожди. Стремительно прям. О, щуку. Щуку-дрюку мы берем. Она на одном крючке. Дай чуть в сторонку.
Виталий, у тебя посадки? Ничего нету. Плохо. Это что такое? Ёпарасоте. Первая щука. Первая щука. Хорош. Ну, короче, значит, пошла рыбалка. Воблер рабочий, да? И Вертолет, кстати, какой-то частный. Частный, частный. На реке много стариц и затопленных участков, так что мест, где можно найти щуку, достаточно. А вот один из многочисленных лесных потоков, наполняющие реку. Виталий натуралист. Потому что фотографирует. Бабочка. Бабочка нашел? Да. Тоже дело? Драконились, да? Как будто просто мертво. Вот раз 10 кинули, тишина была. Мертво Хотели стоят и уплывать. все. Заклад. Сейчас будет ногой давить. Маленькая, бойкая, да? Балерина. Фига себе, вкуснее как. Мы сушеную оленину, ту, которую вымочили. Мы поели с Андрюхой, нормально? Ольга, нормально. Виталик Вечер такой покажет. голодный, говорит, даже уши будет уже. Уши будешь? Сейчас. Только не свиные, утиные. Тут осторожно. Мы так-то перекусили уже. У тебя какая-то хорошая катушка, тоже Шиману. Я засвистела, захрустела. Да не, у нас так-то есть. Надо вам, нет? Да, конечно, надо. Бери. Подсадчика-то нету, да? Хорошо взяла, Илюх. Так, точно хорошо? Так лови за кребёж сразу, да и Нос всё. пробило. Если маленькая, закидывай. Не маленькая, нормально. Молодец, с одного борта на другой. вообще На чётко. лодку ее, что ты? Куда не перевёл на другой? У тебя же не стресс, один крючок, это тройник опасный. Хорошо, я ее сиганул. Обед закончен, продолжаем выуживать щук. Виталий, и надо куда-то деть. Все каны полные. Придется вот удочки выселять. Да класс. Ну, нормально, что? О, полторашечка. Виталий, ты готов принять ее снова? Что, еще местечко для щуки? Да. Еще место найдешь? Еще одно местечко для вас. Вот еще одна. О, вышла. Кто будет брать-то их? За жабры только сильно, со всей силы как корпус. Едь.
Давайте, второе. Ведите ко мне. Нас Виталий всех их берет в руки. Виталя, как на рыбзаводе. На попер. В общем, рыбалка на щук прошла отлично. Едем в сторону заправки. Но заправляться мы будем завтра. А сегодня пройдем часть пути и встанем на ночлег. В этом месте несколько лет назад был лесной пожар. Местные говорят, что пожар произошел по вине приезжих, которые решили заночевать в здешней избушке. И это одна из причин, почему мы не раскрываем мест, в которые ездим, чтобы сберечь их и не создавать лишних проблем коренным жителям. Еще одна избушка, но на этот раз заброшенная. Пойдемте посмотрим. Привет, изба. Печка хорошая. Газик. Медведь нет. Топилось что-то. Юра, Юра, как ты любишь? Тушенка. Дождевичок. Какой? Скотч. 20-й. Екатеринбург. 20-го Ереванская года 2Б. Ноябрь 20-й. Проволока. Понятно. Мука. Годно до какого? Канаты, электроды. Это что, деньги? Крошки, олени. Блесны, смотри, какие висят. О, муха. Муха только жирная. Надо оставить что-то тоже. И жук сидит, или это... А, я думал, это тоже какая-то это... Вот на таких вот. 2 года, она уже негодная. Спички. Смотри, пила какая. 5-летняя. Пила? Да. Рожки, Рожки. ножи, видовки. Смотри, да, плафон. Почему? Зачем? Но, аккумулятор? А, ну, может, да, на аккумулятор. вон приправа всякая. Что это такое? Смотри, что это? А это что-то делает? Мыть, может, А, бутылки. мыть может, ёршик типа. Да нет. Туалет. Слабенький. Местная не Лыжи что-то на этом, да? Прям на шкуре. А, это вторая. не краш. Андрюх, пойдешь на лыжи? На водных. Поход на водных мы сейчас зацепим тебя. Зацепим. Так, подплеснело, конечно. С одной стороны, смотри, гниет, да? Ну, изнутри она тоже по этой стене вся в грибке. Ну, там, видимо, под леском стоит. Виталя, баннеры, баннер ну да. привезешь и жердочки. Ну да, баннером сделал. Ну и все. Нормально будет. Зиму контент снимать. Задание тебе для контента, да? Командировка? Выживший будет потом ролик. В лошади поспишь. Или в медведе. Вероятность высока. На аэролодке контентик пильнем. Называется «Оператор первый раз за рулем». И сюда, да? Мы гусей гоним впереди. Это гуси, да? Ну, видел, здоровые такие. Взлететь еще не могут, да? Нет, они летят. А, Мы только, знают? да, мы только А это выезжаем. что, утки? Да это эти горбоносики такие. А, вермоносики? Они что-то летать еще не умеют, что? Ну, шелупунцы называют. Из-за этого они хлопают. Карахаля. Смотри, раза 3 понюхай. Мог не раздирать. Можешь бёснуть кидать. Понюхай. От гастрита, по-моему, да? О, нормально я зашел.
Может, чернику пособирать. Прям Черника и этот рядом. такая спелая. Черника-то все уже готово. Я вот прикол. Поешьте хоть витаминов, когда вы их пожрете или что там. И черника, и тебе. Ну, черника повкуснее, чем там была. Черника уже как бы она спелая уже. Ну, прям спелая. Брусника-то позже будет. Зняк поедает ее. Короче, чтобы грибница больше была, так разбрасываешь. Но это не точно. Потом их будет везде, вот где разбросал, там. Взяли борщ, Гарик? Нет, Красивый. красивый. Еще один день подходит к концу. Знаете, за это время я осознал одну вещь. Здесь, вдали от городской суеты, без связи, забыв о прошлом и будущем, оставив все дела и заботы, ты действительно находишься в настоящем моменте. Стоянка шикарная. Что, вы померли, И братья? костер сразу можно поджигать. Ну, просто поджечь эту Я не- кучу. Давайте выпустите. Может, лагерь сначала воткнем? Застанемся, а потом вот забудем. Мы свои две почистим, да, Виталий? Так, милая будет. Да вон вода. Это я уже промыл 3 раза. Хорошо по одной только съели, да? Баннеры привезешь, жердочки. 4 ночи, 5 дней. Но это не точно. Сгущенка осталась. Сгущенка осталась, и бульон от ухи остался. Завари на дошираке, не пожалеешь. Ноу-хау. А сосиски? Сосиску можешь не крошить. Можешь так. По легкой. Ну, будет недостаточно. Сосиской заедать будешь, если недостаточно. Им, правда, неделя уже. Ну ничего вроде. Сентябрь 23. А сколько можно храниться? 20 суток. Чего? 20 суток? Где вы их взяли вообще? Еба. Серьезно? А я видишь, почти год как просрочен. Ты где, в пятерочке покупали или где? Ну, Андрюха где-то. Здесь Андрюха все найдет где-то, а? Ты видел нам? Андрюха какие сосиски подсунул. Ну ничего, кстати, вкусный. Спустя год. Год. Так что это С вранье. выдержкой, короче. Пятерочка выручает. Ну. Или огорчает. Так. Хорошо по одной только съели, да? У меня здесь. Да как так-то? Да
Я ее взял, какая-то она липковатая была. Думаю, надо бы пережарить, наверное. А ты куда хочешь идти? К воде. Успеем? Пробуй. Пока мужики заняты сборами, мы с Иваном решили втихаря взорвать большую петарду. Вспышка стыла. Отсырелая, да, здоровая. Это не вышло. Фитиль отсырел. Но Юрий все-таки решил ее добить. Уходи, Юр. Уходи, кольца идут. Да в костер вон кинем. Да костер кинем, Юр. Ну его нафиг. Но потом Так уезжать. потом уезжать будем. Для сейчас, что ли, надо ее садалить? А фитиля осталось сантиметр. Не хочет она взрываться. Собираемся выезжать. Сегодня нам нужно пройти около 100 километров до заправки и потом еще 320 до машин. Возвращаемся домой. Но петарду мы все-таки взорвем. Че, кидаем? Сразу. Да все, уже поехали. Раскидал. Как надо заметать следы от костра. Что, воронку сделал? Доплыв до села, мы не могли дождаться вторую лодку, которая шла следом. Оказалось, что за 10 километров до села у ребят начались проблемы. Двигатель троил, а бортовой компьютер выдавал ошибку в топливной системе. Они останавливались, пытались с этим что-то сделать, но безрезультатно. Пройдя последние 10 километров, уже у самого села лодка окончательно заглохла и была взята на буксир. Снимать форсунки, снимать все, снимать. Все только полный чачек. Саша, я тебе говорю, фильтр там стоит или нет? У тебя нет. Сейчас от бензобака и до форсунок будем поэтапно проверять всю топливную систему. Чтобы подобраться к двигателю, придется снять винт. В бензине мы нашли и мусор, и воду. Но почему не запускается двигатель, непонятно. Я уже промыл 3 раза. Собственно, для этого мы и ездим на подобные испытания, чтобы искать слабые места нашей продукции. И поэтому, кстати, мы ездим на 2 лодках, чего и вам советую. Думаю, пришло время рассказать и о самой лодке. На данный момент ей меньше года. При этом прошла она уже около 4000 километров.
И не просто прошла. Все это время ее эксплуатировали на пределе возможностей. Прыгали на ней по камням, гоняли на полных оборотах, не жалея мотор, загружали сверх допустимой массы, эксплуатировали в дикие холода. Все для того, чтобы найти ее слабые места. В этот раз мы испытывали ее на выносливость и на возможность использования неподходящего топлива. И слабое место было найдено. Вышли из строя мозги. Электронный блок управления двигателем. Проверив всю топливную систему и не найдя в ней никаких поломок, все подозрения пали на него. И когда мы сняли мозги со второй, новой лодки, двигатель запустился без проблем. Вероятнее всего, причиной поломки стали местный 92-й бензин и то, что мы прошли на нем около 500 километров. Обычно в ремкомплекте у нас всегда есть запасной блок управления. Но, к сожалению, не в этот раз. Местная мега. Пряники закончились еще 2 дня назад. Наконец-то появилась возможность заскочить в магазин и пополнить запасы. Вид на выходе из магазина здесь просто шикарный. Ну что, минус лодка. Дальше придется двигаться на одной. Первый раз, когда я услышал, что мы поедем на одной лодке вшестером, я подумал, что это какая-то шутка. Все-таки ехать нужно 320 километров. Юра, насос какой взяли с собой? Вот прибирай его тоже сразу. Но, тем не менее, мы оставили лишние вещи в старой лодке, а саму лодку оставили на сохранение нашим знакомым. Огромное спасибо ребятам за то, что помогли нам в трудный момент, а также за гостеприимство. Резкий. Пока. Да он не входит, поехали. Четвером по баллону сели. А кто еще не вошел-то? А тут все местные? Да ладно, не грусти, в феврале приедем. Не-не, раньше приедем, в октябре спускаться будет. На левый борт. Ты пока тут снасть не готовь. Иди сюда, мозги запаяешь как-то. Вдвоем с Илюхой сюда садитесь. Вдвоем с Ильей сюда. Можно Илюху сюда, а ты на левом борту. Эти проверяйте, всех есть. Я готовил 6. Где еще? Опять приплыли. Подожди, эти наушники. Все есть? Еще красненькие, вот. Все, да, на всех. Нет, это у меня уже есть. Надо так-то Виталию было оставлять на берегу. Он же фоткает. Отплытие снять. Я думал, Виталий остался, а оказывается, Илюха. Ну, в путь. Плюс езды? Да, почти нет. Конечно же, в ночь мы не поплывем. Палатки остались во второй лодке, поэтому последнюю ночь проведем в избе, в той самой, в которой побывал медведь. Еще раз спасибо ребятам. Вот это давай наберем сюда тоже воды. Это тяжелый будет. Я думал ведром просто туда наливать. А ведро без ручек? Ведро без ручек. Первым делом затопим баню.
Ты что, лось? Это медведь. А, это медведь, да? Что-то пить будем или нет? Ну не сейчас. Или что? Чуть-чуть. Можно чуть-чуть продопить, чтобы это... Ну немного, а то жарко будет. Чай не будем варить? Что не будем? А? Вся ночь впереди. Почему не будем? Будем. Можно также заварить, доширак там что-нибудь. Остальное на чай. Лодка, смотри, как четко, да? Стала. Ни ниже, ни выше. Не, ну, сейчас вот здесь бы она встала. Тащите. Ну, зацепились бы паровозиком, поперли. Много. Разгрузились бы. На бережку кого-то оставили. Не, да зачем? Так и поперли. Зацепили ее сзади, не поехали. Просто мы тихим ходом пошли. Ну. Отварную-то нашел? Отварную-то рыбу. А, вот. Что? Короче, Жареное ел когда? Нет, не ел никогда. Такое понятие, как шкварк. Слышал, да. Жареное сало. Все. Скоро увидим. Что-то. Хруст? Странный звук. Хруст веток или что? Сегодня ответственный день. Нужно пройти 300 километров на перегруженной лодке, чтобы вернуться в то место, где мы оставили машину. Будешь месяц ждать вертолета. Для лодки это, можно сказать, будет дополнительным испытанием. Ей придется везти на себе почти тонну веса. Это около 400 литров топлива, 6 человек и полный багажник вещей. И чтобы дорога не заняла слишком много времени, почти весь путь мы будем идти на максимальных оборотах. Лодке тяжело, но благо с каждым километром она теряет примерно по полкило веса в виде сгоревшего топлива. На одном месте вообще были. Там еще больше их дальше я не пошел. Ага. Да. А я На туда- меня напали эти А я туда сунулся. это. лосиные клопы. Надо только заскакать сразу, ведро набирать и дать. Просто стали вылазить, сейчас тепло стало. Я не отцепить, она их на шею. Но она тогда в ухо мне залезла. Удивительное совпадение. Остановившись в случайном месте на дозаправку, мы нашли чей-то схрон. Ну-ка попробуем. Все. Сумка с сетями, какой-то бидон и кое-что еще. Открывать этот бидон особо не хочется, но в то же время интересно, что внутри. Ну пробуй. Тушенка тут или что-то. Консервы какие-то. Старые запасы консервы. О, запашок-то какой. А. Вот это да. Полная банка, полная это. Полная фляга тушенки. Тушенки. Ну, в банках. Все равно вдурить, да? А там, видимо, вода. О, даже сюда набахнул. Я закрываю, короче. Это какие-то открылись, взорвались. Как-то все закрытые на. Каким запасом? Ты что-то как-то подпух
С голоду, наверное. У переносицы что-то ты подпух. Нигде не ударялся? Не. Баночку тушенки намахни. Ну, отсюда можно выбрать, которая посвежее. Но каких годов-то она вообще? Полный. Полный, ну. Они и кричали принести. У него крышка-то вон, видишь, сверху. Да. А крышка вот. Да. 19 ключ там. Просто если может бензин, А, может ну, он наверное, кончится, если у нас. У нас может закончиться, да, Давай. То мы зальемся еще. А тут какой? Лишь бы не соляра. А если спирт? Вот Андрюха обрадуется. Опа. Соляра. Соляра не горит, ничего. Ну, такой, 80-й или 76-й. Кстати, если вы боитесь столкнуться в лесу с клещами, то вот вам новая фобия – оленья кровососка. Это как клещ, только с крыльями. И чтобы ее подцепить, не обязательно идти куда-то в траву. Она сама прилетит к вам. При этом, в отличие от клещей, она приставучая и ничего не боится. Спела? А? Грибочки тоже. Дары природы. А, вон он, на том маленьком. Как искусственные, да? Дело. Вы как? Сказки. На маленьком Как виде игрушка. снег на потом. Оказалось, что ехать вшестером на такой лодке вполне терпимо. Наш опыт в 300 километров наглядный тому пример. Большая часть топлива уже была израсходована, и лодка идет легко. До машин остался последний рывок. Интересно, как там поживает Андрей? Небось, заждался? Что, бля? Илюха, Виталий. Ну что, каков итоговый результат? Новая лодка успешно прошла все испытания. И даже больше. Обратную дорогу отработала практически за двоих. Старая лодка не выдержала истязательств и дала слабину. Но благодаря этому случаю теперь мы знаем еще больше о возможностях наших аэролодок, а также куда стоит направить свое внимание для их дальнейшего усовершенствования. Наше путешествие окончено. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить следующее путешествие. Ведь оно не за горами.